Друзья мои, доброе утро! И сегодня 12 июня. Сегодня поздравляю всех с праздником. Сегодня, по крайней мере, у нас в России отмечается День независимости России. Да, такой праздник. И всех я с ним поздравляю. И сегодня у нас, по крайней мере, во всех городах, и у нас тоже, в Санкт-Петербурге, празднуют этот праздник, празднуют по-разному. И марафон был, который начинался, по-моему, ночью, и утречком уже он закончился, и объявлен победитель. И во всех частях города будет проходить этот праздник. Где-то будут конкурсы, где-то будет кухня, национальная кухня. Недалеко от меня находится такой вот парк 300-летия, где будут тоже определенные события. В парке на Елагином острове тоже будут празднования. В общем, это то, что рядом. И, конечно, это будет празднование во всех частях города. Я не буду перечислять. В общем, везде, кто хочет как-то провести время, чтобы это немножко запомнилось все, выбери для себя. И коллективы будут выступать, и, будут в национальных костюмах выступать, и будут рассказывать о своем народе, у нас многонациональная страна. То есть везде все будет. А я сегодня, во-первых, хочу сказать, рада очень встрече, потому что уже соскучилась, да, то прогулки такие длинные, прогулки интересные. Конечно, дело в том, что не очень возможно голос там слышен четко, ясно, потому что шум посторонний, но я старалась, чтобы вам какие-то вещи показать, и рада, что вам многим понравилось, и смотрите, и спасибо. Конечно, можно посмотреть и более профессиональные прогулки, заснятые, когда снятые и так далее. Но мы с вами знаем, что мы гуляем, мы знакомимся. То есть я даже думаю, что не спеша, потихонечку знакомимся с городом, с какими-то его улочками, зданиями, там еще памятники и так далее. И поэтому это все запомнится вам, я думаю, больше, чем вы пробежитесь с экскурсоводом. Хотя это тоже интересно. А сегодня я хочу пораньше с вами приготовить. Сейчас опять немножко отойду от темы. Сегодня у нас хороший день обещают, теплый, солнечный, не дождливый, что тоже не так часто бывает. И лето, по всем прогнозам, у нас уже тоже наступает, прогревается воздух где-то до 20. Со среды, уже с середины недели, купальный сезон открывается, то есть все у нас тоже будет. Лето, как и у многих. Настоящее причем лето. А сегодня я с вами хочу приготовить квас. Да, домашний квас. По такому простому рецепту. Можно это делать кто сколько захочет. 3-литровая, допустим, емкость. У меня эта емкость 2-литровая. Так, даже 1,8. Но мне достаточно. Квас мы делаем по такому рецепту. В банку я сюда добавила уже, остывший кипяток. Но это кипяток доведен до комнатной температуры. Такая тепленькая, но не горячий, не холодный кипяток, а такой он комнатный и немножечко, чуть-чуть даже, потеплее, чем комнатный. Так скажем. Рецепт таков. У меня
будем считать, это 2 литра воды, остывшего кипятка. Сюда 1,5 стакана сухариков, вот таких сухариков. Сухарики я прям хорошо зажарила, видите, хорошо зажарила сухарики. Если хлеб светлый, то можно посильнее зажарить сухарики. Если хлеб, ну там, допустим, бородинский, это тоже хорошо и цвет дает, и все, то, значит, можно поменьше. Может быть, он даже из сухариков, ну вот у меня из сухариков, а вообще есть рецепты, что и хлеб бородинский, не засушивая, но у меня сегодня сухарики. Значит, 1,5 стакана сухариков, ну у меня просто ломаный хлеб, как бы не кусочками, я вот о чем хочу сказать, мы сюда добавляем. Вот, смотрите, я добавляю сюда, это 1,5 стакана, ну так это, знаете, примерно, чтобы вы не думали, что это как-то особенно отмерять надо или что-то. Нет, можно так вот делать, как бы более свободно. Вот, значит, сухарики мы отправили. Теперь я туда добавляю вот, сахара, 2 ложки сахара отправляю сюда, добавляю. Сюда я добавляю, сюда нужно, в принципе, добавить 1 лимон, но у меня лимона нет, у меня кислота лимонная. Вот. Подойдет, я считаю, вполне. Вот я ее немножко добавляю, вот чайной ложечкой, вот столько. Вот. Ну, можно лимон, и даже нужно лимон. Далее, смотрите, и сюда мы добавляем изюм. Изюм я вот так поближе к себе сделала. Он, вы знаете, у меня сухофрукты всегда на столе, в том числе изюм. Вот как раз изюм я добавляю 2 ложки сюда. Все. Без дрожжей. Вот такой вот рецепт домашнего кваса. Вот. И теперь мы его оставляем на 2 дня. И будет он у нас готов. Да, и будет он у нас готов. Вот таким вот образом, да. А теперь мы немножечко все убираем подальше. Немножко я сухарики тут насорила, а то вы скажете, ну вот у нее и скатерть такая не очень чистая. То есть, смотрите, значит, квас мы с вами сделали. Через 2 дня он будет готов. Квас он хорош и просто утолить жажду. Ну, вы знаете, что это за напиток. И просто попить, и в жару попить, и просто холодненький попить в холодильнике, чтобы мы не водичку пили, а вот такой вот квас, да. Приготовить можно окрошечку, тоже хорошо. Да, как раз лето, время окрошки. Как никогда. Вот. Ну, а у меня приготовлены вот такие фрукты. То есть, вы знаете, яблоко порезано такими бубликами. И горсточка черешни. Да, горсточка черешни. Сейчас, кстати, черешня, я думаю, подешевела. Ну, не намного, конечно, если учесть, что она начиналась у нас, цена начинала от 600, когда появилась, потом 500, 450, потом 400, и сейчас уже 300, 350, как-то вот такая вот в основном цена держится. Но в магазине она по 300 уже у нас. Да, в Пятерке, в Магните 300. Так что, ну, как бы если хочется очень попробовать, то можно купить немножечко. Причем, вы знаете, я люблю покупать больше в магазине, хотя приходится покупать и на таком как бы рынке, вот, в ларечках, в киосках, выносные такие киоски, эти ларьки или как-то столы. Вот. Я больше люблю все-таки в магазине покупать. А почему мне это больше нравится? Потому что ты своими руками берешь то, что тебе нужно.
То есть не нравится — не возьмешь эту ягодку, нравится — возьмешь. Ну, я предпочитаю так. Вот. Это по поводу витаминов. Потому что уже здесь уже клубника, как бы, она очень рано начинается. Сейчас она уже отходит. Хотя вот она в садах у нас, допустим, у нас, ну не у меня, у кого это есть, она еще только-только будет. Но начинается она, когда в продаже мы можем купить более ранние ягоды. И поэтому такая именно покупная, она уже, я считаю, отходит. Ну, я так думаю. Видно, что так происходит. Уж варенье точно не сваришь, конечно, по таким ценам. Ну, что еще с вами хотелось поговорить? По поводу прогулки. Прогулка была у меня, как вы знаете. Последняя — это по поводу дня рождения Петра Великого. Мы с вами погуляли. Ну, я думаю, что интересно все было. В конце, конечно, я порекомендовала чебуречную у Ларисы. Да, она так и называется, у Ларисы. Я не знаю, во всем городе есть эти точки или нет. Но вот именно в этом месте, где я была, очень вкусные чебуречки, всегда свеженькие. Всегда их закажешь, их нужно подождать немножечко. Ну, естественно, взять к этому, там, положим, кофе, там, кто что хочет. Кофе, морсик, чай, ну, все, что кто пожелает. Можете и пиво взять, да, это тоже не исключено. И, кстати сказать, вот в этих рядах, это же рынок, и прям в этом рынке находятся точки с питанием, да, с питанием, причем разной кухни, да, со всех уголков нашего мира, может быть, ну, не со всех, но со многих, по крайней мере, и кухня такая национальная, можно покушать, и плов, и китайское там направление, и, ну, не буду даже называть, я назвала просто разных народов кухни. Очень много желающих. Очень много желающих. Я обратила внимание, прям вот даже, знаете, подождать приходится очень даже существенно. И пиццу, ну, пицца это вообще на слуху. Особенно дети, пицца. Ну, цены, конечно, вот пицца, допустим, да, такой небольшой круг, довольно-таки небольшой. Даже если назвать, что она такая, знаете, ну, компактная, вся воздушная, мне кажется, это вот, ну, одному съесть и так ощутимо подзаправиться. Да, подзаправиться. Вот такая вот 450, допустим, рублей вот стоит. Ну, кофе, вы знаете, что в районе, там, смотря какой вы возьмете, тоже, допустим, ну, в районе, пускай 200 рублей, 250. Вот так вот. Но это не самые дорогие, я вам называю, точки. Потому что где-то это вообще гораздо еще и подороже, естественно. Вот. Так что вот так. А мне нравится, вот уже дважды подряд я там бываю, и мне очень нравится именно у Ларисы. Просто такое название. Да. Но даже если вы откроете, ну, вдруг приедете в город, к нам в Петербург, и захотите с моих слов что-то проверить, да, вот такая небольшая какая-то точечка, может быть, и во всем городе, и побольше этих точек находится где-то. Ну, вот я, по крайней мере, была уже, наверное, ну, 2 раза подряд там, и до этого еще была. Так что очень нравится мне приготовление. Причем чебуреки с картошкой, с сыром,
с бараниной, с говядиной, со свининой. Там курица, свинина, индейка, этого нету. По крайней мере, на той точке нету. А вот то, что я назвала. И они всегда такие вкусные, подаются они, знаете, даже не соус, вот, допустим, да, какой-то, а именно их приготовление подается, ну, называют иногда хреновина. Вот хреновина, да, такой из томатов. Значит, ну, измельчение томаты, натуральные томаты, именно свежие. Добавляется там определенные специи, травка зеленая, и подается тебе к этим чебурекам. Это уже входит в меню. Это входит вместе все. Так что да. Ну, вы скажете, вот нашла чем удивлять. Ну, это я так уже рассказываю вам. И, конечно, вы видели маленькие брикетики, как бы тортика, да? У меня Станислав же снимался. Порционно можно было купить. Это кондитерская фирмы Карат. Они как бы на своей точке доставляют не готовый торт, вот это в данном случае был, а именно такой вот большой очень на разносе, и ты уже можешь купить сколько тебе надо. Там, ну, какую-то полосочку индивидуально тебе отрежут, кусочек какой ты выберешь, какого торта. Хочешь там покушаешь, хочешь, значит, с собой возьми. Ну вот, я взяла с собой, да, вот такие вот кусочки этого торта. Тоже очень интересно. Ну, знаете, сам процесс выбираешь, потом дегустируешь, наслаждаешься и так далее. Все очень тоже здорово. Ну, вы скажете, конечно, просто отдыхать и прогуливаться всегда хорошо. Да, всегда хорошо. Ну, теперь вы знаете, у меня времени куча, я могу гулять, немножко делать перерыв и вновь гулять. Но я посмотрела, знаете, по прогулкам что-то просмотров не так много. Почему-то не очень много. Вот, может быть, кому-то не совсем интересно. Может быть, сейчас такой сезон, что все заняты, у кого-то дачи, у кого-то внуки, у кого-то там на природу выезд, и свой отпуск, возможно, куда-то выезд. Ну, то есть все возможно. Но я с вами буду все-таки встречаться, буду общаться. И спасибо, кто заходит. И рада, если кому-то нравится. И рада, если комментируете. И спасибо всем за это огромное. Вот. Ну и по поводу чаек. Это же куда? Санкт-Петербург без чаек совсем не может быть. Вот так вот, да. Ну, не буду сейчас, наверное, тоже. Значит, просто видела один момент. Они нападают на мелкую птицу. И даже, знаете, могут ее схватить и волочить. Прям лапами хватают, клювом, лапами хватают. И куда-то могут уволочить и ее просто растрепать всю. Поэтому я там где-то сказала хищники. Ну, это понятно. В природе такое бывает. Ну и, пожалуй, наверное, будем прощаться на сегодня. Чтобы вы смогли меня от начала до конца хотя бы посмотреть. Да. Всем хорошего дня. Всех с праздником. Всем благополучия, здоровья, всех благ. Всем нам мира. С вами на канале Анна Ольга Николаевна. Комментируйте, заходите, ставьте лайки, дизлайки.
и до встречи. А я отключаюсь.